Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Любовь Щербинина, и сегодня хочу рассказать вам о вознесенных учителях человечества. Конечно, их немало, и каждый ищет своего учителя-наставника. Я же хочу вам порекомендовать тех учителей, высоких космических наставников, которых сама хорошо знаю, к которым регулярно обращаюсь за помощью, за поддержкой, за укреплением духа. Это имеет смысл сделать тем людям, которые, например, уже стали магистрами в духовной практике. Земной наставник дал им все возможное по их желанию, по потребностям. И чтобы человек не останавливался на духовном пути, имеет смысл познакомить его и с космическими учителями. Его можно сонастраивать на уровень их частот или просто дать информацию об этих великих духах, и он может сам сонастраиваться на их частоты и обращаться, иметь помощь и поддержку. Итак, я начну знакомство вас с космическими учителями, и именно с Расулом Эль-Мория. Это великий космический духовный учитель, который был наставником у супругов Рерихов и у Елены Блаватской. Это светлый старец в светлых одеждах, очень древний и мудрый, никого не судит и готов поддерживать людей светлых, способных ясно видеть или слышать. Можно обращаться по поводу духовной поддержки к космическому учителю человечества Лапсангу Рампе. Он может давать советы, поддерживать людей на светлом пути. Он неоднократно жил в Тибете, написал для людей не менее 30 книг, развивающих их сознание. Многие люди воспринимали эти книги как фантастику, информацию в них. Но в то же время в их книгах все правда, так утверждает его дух. Эти книги имеет смысл перечитывать. В советское время была доступна только одна книга Лапсанга Рампы, это «Третий глаз». А сейчас, слава Богу, можно прочитать гораздо больше. Хочу рассказать вам также о космическом учителе, имя которого Серапис Нада. Он ныне находится в другой космической системе, то есть вырос в своем объеме, продвинулся выше, но в то же время может помогать душам продвигаться, в частности, благодаря своим трудам и усердию. Он участвует в экспериментах высших сил по созданию новых продвинутых душ для тех или иных вселенских объемов. Также я советовала бы обращаться к святому Дионисию. Это дух в божественной иерархии, в иерархии Бога, в духовной. И занимается он прямым своим делом, духовным водительством земных душ. Может предоставлять им помощь в развитии и максимальном движении вперед и ввысь. Также могу упомянуть вам учителя человечества Саната Кумара, а также Павла Венецианца. Они тоже поддерживают людей на пути их духовного развития. Также хочу рассказать вам о великом мудреце, вознесенном космическом учителе, гуру Римпоче. Он может помогать продвинутым людям на пути высокой духовной реализации. Но ему очень не нравится, когда некоторые люди спекулируют его именем. Представляют его имя к своему, как приставку, символ духовности, так сказать.
Земные люди, говорит гуру Ринпоче, присовокупляют к себе мое имя, и это идет от развращенности их ума и невежества. Они называют себя как бы высокими учителями, а реально это тщеславные люди, которые имеют малый уровень духовности, но большие амбиции. Это артисты, которые выглядят смешно, и это не есть хорошо. Они забавляются как бы духовностью, а высшими силами это не приветствуется, так как подобные поступки из области артистизма, а не духовности. Это склонность к заблуждениям, мелким манипуляциям над уровнем других мало сведущих людей. Каждый человек должен пользоваться своим именем, самостоятельно напрягаться и достигать высокого уровня духа. Вот таким наставлением я хотела бы закончить свой маленький спич. Да, те люди, светлые, стремящиеся, которые хотят двигаться дальше, развивать свой духовный план, должны иметь в виду, что им придется самим напрягаться. Им будут помогать другие сути и космические учителя, если они будут иметь такое намерение и, соответственно, производить какие-то усилия в этом направлении. И я желаю вам, дорогие мои, успехов в продвижении по духовному пути. До новых встреч!